Маленькая цепная пила DeWalt. Кто бы мог подумать, что она окажется действительно полезной в каждодневной работе. Однако лучший враг хорошего, и я решил сравнить эту пилку с пилой из лагеря красных. То есть с пилой от Milwaukee. В описании вы найдете ссылку на чуть более подробный обзор на DeWalt. Едем покупать Милку, и Милка куплена. Небольшая ненавязчивая распаковочка. Так. Вот и пилка от Milwaukee. На первый взгляд покомпактнее выглядит. Вот такая пилка от Милки. Здесь следует сказать про огромную разницу в компоновке этих пил. Обратите внимание, где находится двигатель. В случае DeWalt он находится снизу. Вот он. В случае Milwaukee он находится сверху. Пилу тянет вниз. Но это без аккумулятора. Посмотрим, как будет с аккумом. Здесь баланс, более такой, наверное, правильный. По крайней мере, без аккума. По первым впечатлениям, эта пила кажется меньше, но они обманчивы. Пилки практически один в один. Кожух у Милки попроще. Просто вот такой вот. У DeWalt это что-то типа чехла раскладного. Важная разница в дизайне также наличие вот этого крюка. Я покажу, насколько он был полезен лично мне. Видите, крюк позволяет пилить снизу, под собственным весом того, что вы пилите. Это действительно удобно. Здесь он отсутствует, что потенциально увеличивает глубину пила, но некоторые минусы имеет. Давайте вернемся к вопросу эргономики. Что мы имеем с аккумулятором? Баланс становится лучше, однако пилу все равно закидывает вперед, как видите. У DeWalt баланс практически идеальный. Из некоторых плюсов у Милки есть вот это вот кольцо и ключ для подтяжки цепи, и работы с цепью находится вот здесь. То есть он у нас всегда на корпусе. У DeWalt, может быть, я его не прицепил как-то, но вроде бы даже места нет. Я использовал его вот так. Ключ у меня где-то валяется и уже потерялся. Еще нюанс. У Милки болт для подтяжки цепи находится вот здесь. По-моему, это немного удобнее, чем у DeWalt он находится вот здесь. Это не принципиально, но тем не менее. Да, только сейчас заметил. Смотрите, у Милки металлические зубы для зацепа. У DeWalt их нет. Пластиковый упор. Из важного, у Милки и у DeWalt тонкие цепи. Это 1,1 мм. С соответствующим ресурсом. На аккумуляторных пилах сделать что-то толще было бы, я думаю, неэффективно просто. В целом, чему по эргономике отдать предпочтение, вопрос не такой и простой. Все-таки, если посмотреть на, так скажем, занимаемое место, то милковская пила выглядит компактнее. И, наверное, она компактнее по вертикали. Видите, это такая разлапистая, так скажем, она уходит сильно вниз. При работе мне это особо не мешало. Я ей перепилил достаточно много, но тем не менее. Все-таки, скорее всего, милковская меньше. С немного худшим балансом, но она меньше. И самое главное, что будет интересовать лично меня, это мощности этих пил. Мощности в реальной работе. Я это сейчас обязательно проверю и хочу сказать, что DeWalt-овскую пилу задушить у меня получалось. То есть зажать цепь, сделать так, чтобы она остановилась, это не составляет труда. У нее мощности хватает, но тем не менее она, на пределе, так скажем. Ей комфортно пользоваться, немножко где-то передавливаешь и уже начинает подвздыхать, так скажем. Как будет с Милкой по сравнению с DeWalt, мы посмотрим в этом тесте. Да, для того, чтобы все было честно, для DeWalt я купил новую цепь. И чтобы поменять цепь у DeWalt, мне понадобится ключ от Milwaukee, который сюда подходит. Готово. Добавим маслица. Как я собираюсь сравнить мощность, или эффективность этих пил? Я собираюсь сделать по 5 резов в каждой из них и сделать их абсолютно безо всякой техники. То есть просто сверху вниз, от основания и до конца, нажимая ровно столько, сколько они способны переварить. Затем мы посмотрим, за какое время справилась одна и другая пила, и сделаем выводы. Очки забыл. Да, и это очки Milwaukee. Поехали!
На постобработке я вижу, что DeWalt был бы быстрее, как это видно по первым резам. Затем мне попали сучки, и DeWalt отстал. Но очевидно также другое. Смотрите дальше и увидите сами. Теперь я попробую задушить эту пилу, ну то есть остановить ее во время работы. Ну, как бы сильно я не давил, на этом брусе она не останавливается. Теперь я также попробую задушить DeWalt. Еще раз. Окей. Milwaukee. Такое ощущение, что у Милки меньше оборотов, и поэтому она не блокируется. Интересно. Вот такие результаты этого теста, друзья, мы имеем. Пилить Милкой мне было удобнее. Она пилила более гладко, без рывков, не надрываясь. У DeWalt, ну, я к ней привык, мне, в принципе, тоже нормально, но по сравнению с Милкой она была более такой, ну, рваной, что ли. Если мы начинаем докапываться, почему так произошло, мы выясняем, что у Милки скорость цепи меньше 5 метров в секунду. У DeWalt выше 8 метров в секунду. Соответственно, какие-то более тонкие заготовки она будет резать быстрее, но будет останавливаться при большой нагрузке. Милка же вытянет больше, но будет медленнее на малой нагрузке. В целом я могу сказать, что, по-моему, в данном случае Милка поступила правильно. Она сделала меньшую скорость, но большую мощность. Примерно так же, как DeWalt со своими другими пилами по сравнению с макитовскими. Если помните мое сравнение более крупных пил от DeWalt и Makita. У Makita была большая скорость, потому что большие обороты, у DeWalt была большая мощность. И задушить DeWalt было невозможно. В данном случае Milwaukee училась на ошибках Makita, и я могу сказать, что в данном тесте по мощности превзошла DeWalt. Какой вывод? Вы все видели сами. Верьте своим глазам и опыту. А выводы блогеров – дело наживное. Спасибо за ваше внимание.